Всем привет! Сегодня мы будем шить вот такой красивый муслиновый ромпер на лето. Ромпер у нас с крылышками. Также можно по желанию оставить не двойные крылышки, а одинарные. Сделать либо длинные крылышко, либо короткое. Ссылку на выкройку я оставлю под видео. После того, как распечатали, проверяем тестовый квадрат. Он должен быть ровно 10 на 10 сантиметров. И после этого склеиваем выкройку. При выкраивании обратите внимание, что перед и спинку у нас идут со сгибом, то есть эти детали нужно прикладывать к сгибу ткани. Также на каждой детали нанесены вот такие стрелочки, они обозначают направление долевой нити, либо рисунка, если он есть на вашей ткани. Косые бейки выкраиваются по косой, то есть вот эта стрелочка, она укладывается по долевой, то есть вот таким образом получается косая бейка. Также обратите внимание на штучность деталей. Например, планка для застежки 2 штуки. Приступаем к пошиву. Складываем полочку и спинку лицом к лицу. И сейчас нам нужно стачать и обработать плечевые швы. Прокладываем строчку и обрабатываем срез. Я буду обрабатывать срез оверлоком. Если оверлока нет, можно обработать на бытовой машинке любой край обметочной строчкой, например, строчкой зигзаг. Плечевые швы стачали и обработали, теперь их нужно заутюжить на сторону спинки. Далее берем детали крылышек и берем ту деталь, которая у нас поуже, не широкая, а поуже. И у этой детали нам нужно обработать прямой срез. Обрабатываем срез и подгибаем и прокладываем отделочную строчку. Теперь край подгибаем примерно на 0,7 и прокладываем отделочную строчку примерно 2-3 мм от края. Таким образом обрабатываем 2 детали узкого крылышка и после этого приутюживаем этот шов. Теперь берем широкие крылышки и накладываем на них детали узких крылышек. Вот эти вот изогнутые линии мы соединяем. И сейчас прокладываем строчку широкую для того, чтобы сделать сборку. Вот по этому изогнутому краю. Машинку ставлю на широкий шаг и прокладываю строчку, не ставя закрепки. Детали скрепили булавочками, чтобы они не переезжали. И после этого прокладываем строчку. Теперь делаем сборку. Сборка должна быть такой длины, как длина нашей проймы. Далее накладываем крылышко лицом к лицу к пройме и прикалываем булавочками. Либо можно сметать. В начале и в конце сборку стараемся не делать примерно сантиметра 2 от бокового шва. И далее уже можно равномерно распределить сборку и примерно где плечевой шов, ее можно сделать более густую. То есть это точка самой густой сборки. Скололи булавочками и теперь прокладываем строчку 1 сантиметр от края.
После этого срез обрабатываем. После того, как обработали срез, этот шов нужно приутюжить. После этого шов отгибаем и по лицу, по переду и спинке, по проймам мы закрепляем этот шов отделочной строчкой. Можно 3-4 миллиметра от строчки. Далее скалываем боковые швы, складываем детали лицом к лицу, скалываем боковые швы вместе с крылышками и прокладываем строчку, обрабатываем срез. После того, как обработали боковые швы, нам нужно обработать край большого крылышка широкого, так же как мы делали с узким крылышком. Также мы обрабатываем сначала, затем отгибаем и прокладываем отделочную строчку. Заутюживаем боковые швы на сторону спинки. И сразу же приутюживаем край широкого крылышка. Берем косую бейку для окантовки застежки на спинке. Прикладываем косую бейку к срезу, где у нас вот эта капелька на спинке, лицом к лицу. Скалываем булавочками, либо сметываем и затем прокладываем строчку 5 миллиметров по краю. Если остался лишний хвостик вот косой бейки, так как муслин очень сильно тянется, его можно срезать. После этого делаем небольшие надсечки, не доходя 2 миллиметра до строчки. Отгибаем бейку на сторону припуска и делаем отделочную строчку, прокладываем ее по детали косой бейки, закрепляя припуск косой бейки. После этого край мы вот таким образом подгибаем внутрь и сметываем, и потом прокладываем строчку. Получается вот такая вот обработка. Если вы хотите сделать вот эту окантовку поуже, можно косую бейку немного срезать. У меня маленький размер, наверное, на маленьком размере все-таки можно сделать ее немножко поуже. Приметали и теперь прокладываем отделочную строчку. Далее приутюживаем это место. Таким же способом обрабатываем горловину. Косую бейку мы прикалываем или приметываем, оставляя вот такой вот небольшой припуск для того, чтобы потом нам закрыть вот этот вот край. И с одной, и с другой стороны у нас должен остаться небольшой припуск. Скололи или сметали, и теперь прокладываем строчку 5 миллиметров от края. Теперь снова отгибаем косую бейку и прокладываем строчку.
Отгибаем, подворачиваем немножко, чтобы здесь было все аккуратно. И также сметываем и затем прокладываем строчку. Приметали по горловине и теперь прокладываем строчку. Аккуратно приутюживаем горловину. Далее таким же образом обрабатываем проймы для ножек. Складываем косую бейку лицом к лицу и также прокладываем строчку. Здесь только косая бейка шире для того, чтобы вот эта вот отделка у нас была пошире, потому что сюда мы будем вставлять резинку. Также отгибаем и делаем отстрочку. Также перегибаем и сметываем. Прокладываем строчку и вторую пройму мы также обрабатываем. После этого нужно приутюжить. Планки для застежки дублируем тонким флизелином. Для этого флизелин накладываем лицевой, клеевой стороной на изнанку и проходимся утюгом. Вставляем резинку. Вставили резинку и теперь закрепляем с обеих сторон. Закрепили резинки, теперь берем деталь планки, накладываем лицом к лицу, таким образом, чтобы деталь была по центру, то есть одинаковые припуски были по бокам. И скалываем. Прокладываем строчку. Проложили строчку, теперь отгибаем планку на лицо, отгибаем также припуск, делаем эту планку вровень, чтобы с этим вот швом все ровно лежало, и скалываем. Прокладываем строчки здесь и здесь. Уголки срезаем и деталь выворачиваем. Все припуски убираем внутрь, уголки поправляем. И можно либо сметать, либо сразу проложить строчку. С другой стороны мы обрабатываем планку точно так же. После этого приутюживаем и ставим кнопки. Сзади на застежку можно сделать либо пуговку, либо крючок. Я буду делать пуговицу и навесную петлю. Я взяла нить 4 слоя. Теперь мы делаем вот такую небольшую петлю.
И начинаем набирать петелки. И на вторую сторону пришиваем пуговицу. Вот такой красивый муслиновый ромпер у меня получился. Ссылку на выкройку я оставлю под видео и буду ждать ваши отзывы.